Всем здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать и показать, записать небольшой мастер-класс, но достаточно подробный по вязанию туники. Значит, вязала я эту тунику из пряжи бегония. Бегония, она не совсем тоненькая ниточка, но и не толстая. Здесь в 50 граммах 169 метров. Рекомендации по вязанию этой пряжи производитель указывает. То есть, если вы вяжете спицами, это 3,5. Я же брала крючок, это троечка. Вот, троечка я вязала. Пряжа, она какая особенность у этой пряжи, в отличие от других? Эта пряжа имеет ниточка такой блеск шелковистый, который даже после стирки он не теряет. Блеск этот не пропадает и шелковистость свою не теряет. Такая достаточно красивые расцветки есть в этой пряже. Очень большой широкий выбор, и вяжется она очень легко. Ниточка не расслаивается, хорошо скручена. Вот, опять же, повторюсь, широкий цветовой ряд позволяет выбрать на любой вкус цвет этой пряжи. Итак, что у нас здесь получается? Эту тунику я вязала на размер 42, чтобы она была свободненькая, либо на 44, прям хорошо по фигуре. Здесь у нас в вязании этой туники использовано несколько узоров, поэтому на каждом узоре, каждый момент вязания этой туники я буду показывать ряд за рядом. То есть все переходы я покажу, как мы на рукава переходим, как мы что соединяем, обработка рукава, вот здесь тут пико провязано. Все мы это с вами разберем. Итак, с чего мы начинаем? Для начала мы берем обычный метр и измеряем ширину бедер, потому что туника у нас вяжется снизу вверх. Мы измеряем ширину наших бедер, делаем прибавочку, это уже на любителя. Если кому-то нужно, чтобы было строго по фигуре, значит это четко обхват бедер. Если кому-то хочется, чтобы было чуть посвободнее, то прибавляем столько сантиметров, сколько вы сочтете нужным для того, чтобы туника сидела на вас свободно. Вот. Вяжется у нас туника по кругу до уровня вот этих вот рукавов, которые у нас вот здесь вот будут они идти в расширение. Вот. И мы начинаем вязать. Чтобы нам не ошибиться, мы будем набирать 5 длин. Как делаются эти 5 длин? И что такое 5 длин? Чтобы нам не высчитывать четко воздушные петли, и это не всегда четко получается, мы будем вязать 5 длин. Итак, мы берем нашу пряжу и условные наши сантиметры. Допустим, ну вот, у кого-то это может быть, вот у меня, допустим, по обхвату бедер это 88 сантиметров, у кого-то больше, у кого-то меньше. Ну, возьмем вот условные наши, вот, например, условные наши 10 сантиметров. Вот. Берем 10 сантиметров, вот они, с небольшим. Ну, вот возьмем, допустим, вот 10, я хвостик не считаю, вот так вот, 10 сантиметров отмерили. И теперь вот таких вот отмеряем 5 длин. Вот, раз, хвостик оставляем немножко, 2, вот, раз, два, три, в 3 сложения сделали ниточку, 3, 4 сложение и 5 сложение. Вот, у нас получилось, вот если вы посчитаете, раз, два, три, 4, 5 ниточек. Вот, это называется 5 длин. Вот, когда мы отсчитали эти 5 длин, то мы будем вязать не к клубку, вот как обычно, когда мы начинаем вязание, то мы вяжем в сторону клубка, а мы теперь будем вязать от клубка к началу вот этой нашей
нашей ниточки. Итак, вот мы сделали 5 длин, 5 у нас ниточек, и теперь набираем цепочку воздушных петель. То есть уже можно их размотать, мы начальную взяли, и здесь не обязательно считать нам петли, мы просто набираем цепочку воздушных петель. Вот, мы набрали цепочку воздушных петель. Вот мы ее прикладываем, у нас получилось чуть больше. Но сейчас мы будем провязывать столбики с накидом в следующий ряд. И вы, как видите, у нас этот хвостик, который, даже если у вас получилось больше, мы потом легко можем его подраспустить и оставить наши ровно 10 сантиметров. Следующий ряд мы будем провязывать столбики без накида. Вот как здесь, вот видите, у нас провязано несколько рядов столбиками без накида. То есть здесь у нас последний ряд, вот с этим пико, это когда уже туника была готова, я делала обвязку. А так мы провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов столбиков без накида. Итак, вот когда мы набрали нашу цепочку воздушных петель, мы ее не замыкаем в кольцо. Здесь мы вот вставляем крючок вот сюда, в первую петельку, которую мы вязали, провязывали. Вот. И теперь опять же к началу нашей ниточки провязываем столбики без накида. То есть я делаю 2 воздушные петли подъема и провязываю столбики без накида в каждую петельку предыдущего ряда. Вот когда мы провяжем вот эту вот нашу цепочку столбиками без накида, тогда мы измеряем, делаем замер по тем сантиметрам, которые мы измерили, то есть по ширине наших бедер. У нас должна быть вот именно вот эта вот цепочка с провязанными столбиками без накида. Она должна у нас соответствовать обхвату наших бедер. Вот мы вот так вот провязываем до конца. Вот мы вяжем и сразу прикладываем, смотрим. Вот видите, у меня еще он сколько много осталось, а у меня уже практически 10 сантиметров. То есть опять же повторюсь, если кому-то нужно посвободнее, то и мы побольше сантиметров откладываем на то, чтобы связать нам тунику. Перед вязанием я рекомендую всегда провязать пробный образец небольшой, для того, чтобы проверить пряжу на усадку. Вот эта пряжа бегония, я бы не сказала, что она дает усадку, но вот буквально в готовом изделии, может быть, она на сантиметр, вот после стирки она немножко присаживается, но потом в носке она опять принимает свою форму. Итак, вот мы связали, вот получилось у меня 10 сантиметров, даже чуть больше у меня получилось. Теперь, если мне нужно, этого для меня много, надо убавить, мы просто распускаем
оставляем наши 10 сантиметров. Вот я оставила 10 сантиметров. Здесь мы цепочку вот так вот подводим аккуратненько и ее немножечко вот так закрепляем хвостик, пусть он болтается. И вот теперь, когда у нас начальная цепочка связана, вот я вам показала, что такое 5 длин. А теперь, когда наша цепочка связана, теперь в конце уже вот столбиком без накида мы ее соединяем. Мы будем соединять ее, вот провязали и соединяем соединительным столбиком в начало ряда. Смотрите внимательно, потому что у нас здесь цепочка была достаточно длинная, чтобы она у вас не перекрутилась. Бывают такие моменты, что она перекручивается, и потом придется распускать. Вот так вот соединительной петелькой мы соединяем, вот, чтобы ровно у нас все получилось. И вот этот вот хвостик нижний, чтобы он не болтался, я его тоже вам рекомендую вот так вот в начало нижние петельки немножечко, ну, грубо говоря, наживулить вот так, чтобы она у нас как бы было закреплено вот таким вот образом. То есть это у нас начало нашей туники будет. То есть я вам показала, что такое 5 длин. Мы измерили с вами эту длину, чтобы нам не считать эти петли. Вот. И теперь вот таким вот образом далее по кругу мы вяжем опять же столбики без накида, 5 рядов провязываем. Вот опять же смотрите, вот мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5. Вот этот ряд мы не считаем, и вот 1, 2, 3, 4, 5. 5 рядов у нас вяжутся столбики без накида. И так вот провязываем по кругу. Итак, мы провязали 5 рядов столбиками без накида. Получилась у нас вот такая вот тесемочка, связанная по кругу, полосочка. И далее мы вяжем вот по такой вот схеме. То есть мы провязываем, начинаем вязание с 3 воздушных петель подъема и провязываем 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Далее воздушная петля между ними, и в следующей петле основания мы провязываем опять 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Таким образом мы провязываем первый ряд. Вот, это у нас первый ряд, второй ряд и третий ряд провязываем точно так же, как первый, только если в первом ряду мы вязали столбики с одним накидом, а второй и третий ряд мы будем вязать столбики с 2 накидами. Точно так же узор у нас раппорт кратен 2. И вот в нашей такой вот тесемочке, которую мы вязали, получилось у нас, здесь по сути не важно, сколько у вас петель, потому что раппорт кратен 2 узором, и одна петелька туда-сюда, ее легко можно выровнять, и поэтому ничего страшного, даже по этому поводу не переживайте. Итак, начинаем мы провязывать. Обязательно посмотрите, чтобы у вас ничего не перекручивалось, чтобы было все ровненькое полотно. Начинаем вязание с 3 воздушных петель подъема. 1, 2, 3. И делаем накид на крючок. Сделали накид на крючок и провязываем в петлю основания. Не до конца довязываем столбик с одним накидом, опять делаем накид на крючок и в следующую петлю опять провязываем столбик с одним накидом, не довязывая его. Вот у нас 3 петли на крючке, мы их провязываем вместе. Провязали. Далее вяжем воздушную петлю. Провязали. Опять делаем накид на крючок и в следующую петлю опять провязываем столбика с одним накидом, до конца его не довязываем, оставляем на крючке. Далее опять то же самое. Вот 3 петельки на крючке и провязываем их вместе. Провязали и воздушная петля. И так вяжем далее.
Вот, у нас будет получаться вот таким вот образом. Мы провязываем. То есть мы связали столбик с общей вершиной, это у нас получается одна петелька, и воздушная петля между ними это вторая петелька. То есть у нас нигде прибавлений по петлям не происходит. Итак, мы довязываем до конца ряда, и я покажу, как мы будем соединять и переходить на следующий ряд. Итак, мы подходим к завершению ряда. Я провязываю последнюю пару столбиков, провязанных вместе с накидом, воздушная петля, и вот которые 3 воздушные петли подъема мы вязали в начале ряда, в первую петельку я соединительным столбиком соединяю. Вот что у нас получилось. Вот так мы закрыли ряд. Следующий ряд, как вы видите по схеме, мы провязываем опять же с 3 петель подъема, и соответственно соединять конец ряда мы будем точно так же, то есть соединительный столбиком, соединительной петелькой мы будем соединять вот это вот последний наш вот этот ряд, когда мы довяжем до конца, соединим таким же образом. Итак, как мы будем провязывать этот ряд? Опять мы провязываем 3 воздушные петли. Так, 3 воздушные петли мы провязали, и теперь мы вяжем точно так же, только столбики с 2 накидами. Делаем двойной накид на крючок, и между вот этих вот, между столбиками предыдущего ряда будем вязать. Сделали накид, первый накид, второй, не довязываем столбик до конца, опять 2 накида на крючок, провязываем первый накид, провязываем второй накид, 3 петельки на крючке и провязали их вместе. Воздушная петля, опять двойной накид, до конца не провязываем столбики. 3 петельки на крючке, провязываем их вместе и воздушная петля. Вот так вот у нас получается. Опять 2 накида на крючок. До конца не провязываем. Второй столбик. Провязали вместе, воздушная петля. Вот таким вот образом. То есть опять 2 накида на крючок, провязываем первый столбик не до конца, опять 2 накида сюда, опять провязываем 2 столбика вместе, воздушная петля, 2 накида, провязываем не до конца, воздушная петля, и у нас получается вот таким вот образом. То есть мы провязываем круг до конца, соединяем точно так же, как предыдущий ряд, и следующий ряд опять вяжем точно так же, как второй. То есть у нас получается, мы сейчас вяжем второй ряд, заканчиваем, соединяем, третий ряд точно такой же, как второй ряд, провязываем. Вот я заканчиваю второй ряд. Вот этот второй ряд, я тут уже дописала, что мы будем дальше вязать, но все по порядку. Значит, воздушную петлю я провязала, и последние 2 столбика с 2 накидами, которые провязываем вместе, воздушная петля, и соединяем в первую петелечку соединительной петлей. Итак, вот что у нас получилось. Вот такое вот у нас получается нижняя часть нашей туники. Далее смотрим по рисунку, по нашему. Вот мы провязали этот ряд, вот он у нас первый, обозначить первый, второй, третий. Далее мы провязываем, вот как я показываю, 4-й ряд. У нас будет идти столбик без накида, вот он его тут практически не видно. Дальше вяжем ряд столбиков с накидом, все это в каждую петельку, и следующий ряд опять столбики без накида. И последний ряд перед узором у нас пойдет столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом через одну воздушную петлю ряда основания.
Итак, смотрим на рисунке, на схеме, что я нарисовала. Значит, мы провязали первые 3 ряда. Далее 4 ряд. 4 это у нас 5, 6 и 7. 4 ряд, вот он у нас столбики без накида. Я показываю на схеме. 5 ряд столбики с одним накидом. 6 ряд опять у нас столбики без накида. И 7 ряд мы вяжем 3 петли подъема, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. То есть воздушная петля над петлей основания пропускаем и провязываем. Вот. Далее у нас пойдет вот этот вот узор. Поэтому сейчас мы довязываем вот эти 4 ряда. Начинаем провязывать, значит, с воздушной петли подъема, и в каждую петельку вот провязываем столбики с накидом. Вот таким вот, столбики без накида, простите, неправильно говорю. Вот таким вот образом мы провязываем столбики без накида. То есть так до конца ряда. Вот так вот. Закончила ряд столбиков без накида, и следующий ряд мы будем начинать с 3 воздушных петель и провязывать весь ряд столбиками с одним накидом. Провязываем 3 воздушные петли подъема. Они у нас идут как за один столбик с накидом. Делаем накид на крючок и в следующую петлю вводим и провязываем один столбик с накидом. Опять накид на крючок, вводим крючок в петлю и провязываем столбик с одним накидом. И так провязываем до конца ряда. Таким вот образом. Вот так вот у нас получается. Довязываем ряд. Итак, мы довязали ряд и начинаем. Так, вот этот у нас ряд столбиками с одним накидом, и мы начинаем вязать следующий ряд, 6. Он у нас вяжется точно так же, как мы вязали 4 ряд, столбики без накида. Но на что стоит обратить внимание в вязании этого ряда? Далее у нас будет идти узор вот по такой схеме. Раппорт этого узора будет равен 7. Поэтому вам сейчас что нужно сделать? Вам нужно посчитать все столбики с накидом, которые у нас вот мы сейчас провязали, количество этих столбиков с накидом, и довести до, чтобы количество петель было кратно 7. Я посчитала, у меня получается 194 петли. То есть я считаю на калькуляторе 194 петли. Я делю на 7. У меня получается 27,7. То есть нечетное количество. Вот, 27,7. То есть в большую сторону это будет 28. Я умножаю 28 на раппорт равный 7. Мне нужно 196 петель, а у меня 194 столбика с накидом. То есть мне сейчас нужно добавить всего 2 петли. То есть вы точно таким же образом посчитайте, сколько у вас столбиков с накидом, подбейте к кратному числу 7 и добавьте эти петли. Как мы будем добавлять эти петли? Думаю, вы все это прекрасно знаете, это совсем не сложно. То есть я сделала 2 воздушные петли подъема и начинаю провязывать ряд. То есть 2 петли добавить это, ну вот, проще простого. То есть мы в одну петельку провязываем 2 петельки, вот так вот. И это незаметно и вполне себе хорошо выглядит. Вот. И вот таким образом мы провязываем ряд, добавляем ровно то количество петель, сколько нам нужно. Вот мне нужно 2 петельки добавить. Я
одну уже провязала, и вторую, в принципе, неважно, где ее там в начале там или в конце, оно особо не сыграет роли. 1-2 петельки. Вот я вторую довяжу сюда следом же. Вот. И у меня 196 петель. То есть вот их даже и не видно в общем в таком полотне. Вот. Если же вам получается, что у вас больше, например, на 1 или на 2 петли, как уменьшить петли, чтобы, допустим, не добирать вам лишнего? Если вам нужно уменьшить 1 или 2 петельки, то нужно провязать 2 петли вместе. То есть как мы это делаем? Мы вводим крючок в 1 петлю, протягиваем нить, не провязываем до конца столбик. Опять вводим крючок в следующую петлю, протягиваем нить. У нас 3, получается 2 петли и 1 рабочая нить на крючке. И вместе их провязываем. То есть у нас получилось в итоге вот она 1 петелька, но мы провязали 2. Вот так вот мы убавляем 1 петлю, мы сейчас убавили. Еще раз показываю, чтобы убавить 2 петли, опять я ввожу крючок в петельку, протягиваю рабочую нить, ввожу во вторую петлю, протягиваю нить и провязываю вместе. Вот таким образом я уменьшила на 2 петли, провязала 2 петельки вместе, то есть 2 воздушных петли я убрала, провязала. Вот, но мне убавлять не нужно, я себе добавила петельки, наоборот 2. И теперь таким образом я довязываю ряд до конца. Довязываю ряд и провязываем следующий ряд вот по этой схеме. То есть провязываем 3 воздушные петли подъема и 1 воздушная петля на ряд. И пропускаем 1 петлю ряда и в следующую петлю вяжем столбик с накидом. Далее воздушная петля, столбик с накидом. Пропускаем петлю ряда, в следующую вяжем столбик с накидом. Воздушная петля, пропускаем 1 петлю ряда и в следующую вяжем столбик с 1 накидом. Воздушная петля, через петлю столбик с накидом. Воздушная петля, накид на крючок, пропускаем 1 петлю, через 1 петлю вяжем столбик с накидом. Вот так вот у нас должно получиться. И так мы заканчиваем ряд и будем начинать вязать уже наш узор. Вот этот вот, который я говорила. Это вот наши вот эти вот такие треугольнички, шишечки у нас здесь получаются. Итак, мы довязали ряд. И теперь приступаем к вязанию основного узора. То есть вот это вот наши вот шишечки. Начинаем ряд с 3 воздушных петель подъема. Итак, провязываем 1, 2, 3, 3 воздушных петли подъема. Далее по схеме, смотрите, мы пропускаем 1, 2, то есть вот 2 вот этих окошечка мы пропускаем, и в третье окошечко, вот в третье вот это вот, третье окошечко мы провязываем 3 столбика с 1 накидом, далее 2 воздушные петли и еще 3 столбика с накидом. То есть все в одно окошечко вяжем. Делаем накид на крючок, пропускаем 1, 2 окошечка и в третье вяжем 1 столбик с накидом, второй, третий, 2 воздушные петли. И сюда же опять еще 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Вот таким вот образом провязали. Далее смотрим, у нас идет 3 воздушные петли. 1, 2, 3.
провязали. Пропускаем 2 окошечка опять и в третье вяжем опять то же самое. 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли и еще 3 столбика с накидом. Пропускаем 2 окошечка и в третье вяжем 1, 2, 3, 2 воздушные петли и еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Опять 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем 2 окошечка и в третье опять провязываем то же самое. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петли и еще 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Вот у нас получается вот таким вот образом. Мы провязываем до конца ряда, и когда мы подойдем вот сюда к конечной нашей точке, я вам покажу, как соединять этот конец ряда. Я заканчиваю ряд, последние 2 столбика с накидом, 1 и 2, и теперь мы соединяем, ничего не довязывая, просто вот в третью петлю подъема соединительным столбиком соединили вот таким вот образом. Далее следующий ряд мы вяжем точно так же, вот как вязали этот ряд. То есть опять начинаем мы провязывать 3 воздушные петли подъема, провязали 3 петли, и теперь уже мы будем вязать вот сюда вот в серединку. В серединку вот каждого нашего, где мы провязывали 2 воздушные петли между 3 столбиками с накидами, теперь мы будем вязать по 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли и еще 3 столбика с накидом, вот именно в арочку из этих 2 воздушных петель. То есть вот связали 3 воздушные петли и 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли и еще 3 столбика с накидом мы провязываем вот в арочку из 2 воздушных петель, которые мы провязывали в предыдущем ряду. Опять 3 воздушные петли между ними, и опять в эту же вот арочку мы провязываем опять то же самое. 2 воздушные петли и 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли между ними. Вот таким вот образом мы заканчиваем ряд и соединяем вот точно так же в третью воздушную петлю подъема. Довязали мы вот этот второй ряд, и теперь мы будем вязать последний ряд, который у нас будет этот наш узор соединять. Начинается он также с 3 воздушных петель подъема, и в принципе точно так же в арочке мы провязываем те же элементы, только вот между ними мы будем соединять все 3 элемента 1, 2, 3 ряда здесь одним столбиком. Итак, мы провязываем 3 воздушные петли подъема. И точно так же в эту арочку провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушных петли между ними точно так же оставляем. Опять 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И далее, смотрите, мы провязываем 2 воздушные петли. 1, 2. Теперь мы вот эти 2, получается 2 тесемочки, которые у нас из 3 воздушных петель состоят, мы их провязываем вместе вот так вот, столбиком без накида соединяем. И опять 2 воздушные петли, вот так вот.
И теперь в арочку опять вяжем 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 3 столбика с накидом. Провязали и опять провязываем 2 воздушные петли, подхватываем наши вот эти 2 тесемочки, или как не знаю, как их правильно назвать, соединяем их столбиком без накида, опять 2 воздушные петли и опять в арочку провязываем 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 3 столбика с накидом. Две воздушные петли, наши веревочки соединяем столбиком без накида, 2 воздушные петли, и вот таким вот образом мы довязываем наш ряд. У нас получается вот такая вот красота. Вот так вот у нас получаются такие вот ромбики. В конце ряда точно так же мы соединяем в 3-ю воздушную петлю подъема, вот в эту. Довязываем. Вот я провязала ряд до конца. Так, где? Здесь вот. Провязала до конца, соединила таким вот образом. То есть вот в 3-ю петельку цепочки с 3 воздушных петель. И вот у меня вот таким вот образом получилось. Что теперь мы делаем? Теперь вот как на нашей тунике мы будем провязывать арочки от самого кончика верха до кончика, вот так, от пик наших вот этих вот. Вот, то есть мы набираем, так вот мы видим на схеме, я дорисовала, мы сейчас провязываем 3 воздушных петли, потом 3 воздушных петли на ряд и столбик без накида, потом делаем арочку из воздушных петель и столбик без накида в арочку из 2 воздушных петель, которые у нас были между 3 столбиками с 1 накидом предыдущего ряда. То есть мы провязываем 1, 2, 3 воздушные петли и 3 воздушные петли на ряд, 1, 2, 3. И столбик без накида вот именно вот сюда, вот в эту арочку мы провязываем. Вот так вот. То есть у нас 3 воздушные петли подъема и 3 петельки на ряд. Далее, следующая арочка у нас будет состоять из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Из 7 воздушных петель. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 воздушных петель и соединяем столбиком без накида вот сюда в арочку из 2 воздушных петель. Вот таким вот образом мы соединяем. И опять 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 воздушных петель и соединяем вот в эту, в следующую арочку. То есть вот таким вот образом у нас получается. Провязываем все арочки до конца ряда и соединяем в 3-ю воздушную петлю подъема. Итак, я довязала до конца ряда, соединила в 3-ю воздушную петлю подъема. Что мы теперь делаем? Теперь мы должны просчитать вот эти вот наши арочки, сколько у нас их получилось. Если вы все правильно провязывали, у вас получится определенное количество арочек, и умножьте это количество на 6. То есть вот у меня получилось 32 арочки. Я посчитала, у меня 32 арочки. Я умножаю на 6 петель и получаю 192. 192 воздушные петли у меня было изначально перед тем, как я начинала вязать вот этот наш узор. То есть вы должны прийти в конечном счете к этому количеству петель,
к изначальному. Вот, теперь мы как вяжем дальше? Теперь мы в каждую арочку, вот каждая арочка, будем провязывать 6 столбиков без накида. То есть здесь мы делаем 2 петельки подъема, и вот так как у нас с одной стороны 3 воздушные петли, с другой 3 воздушные петли, а мы в арочку вяжем 6 столбиков без накида, то мы провязываем с одной стороны 3 и в конце ряда будем тоже 3 столбика без накида провязывать. И вяжем 3 столбика без накида сюда. 1, 2, 3. Провязали. Теперь пропускаем, ничего сюда не вяжем, а вяжем 6 столбиков без накида в арку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот таким вот образом. Теперь вяжем в следующую арочку опять 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот таким вот образом, провязывая по 6 столбиков без накида в каждую арочку, мы завершаем ряд. Когда мы ряд завершим, не забываем, здесь мы провязываем в конце ряда 3 столбика без накида и соединительным столбиком закрываем ряд. Следующий ряд, как вот вы видите на схеме, следующий ряд, вот мы сейчас будем вязать вот эти столбики. Следующий ряд, в каждый столбик мы будем провязывать точно так же в каждую арочку по 6 столбиков с одним накидом. То есть в каждую петлю предыдущего ряда мы будем провязывать столбики с одним накидом. Итак, сейчас мы, значит, провязываем ряд столбиков без накида и следующий ряд провязываем в каждую петлю предыдущего ряда столбик с одним накидом. Итак, вот что у нас получается. Мы провязали ряд столбики без накида и следующий ряд в каждую петлю основания провязали столбики с одним накидом. Вот, в готовом изделии это у нас вот так вот смотрится. То есть столбики без накида, далее ряд столбиков с накидом. Что у нас дальше мы вяжем? Дальше мы вяжем 2 ряда столбики без накида, третий ряд тоже столбики без накида, но тут у нас получается мы провязываем еще пико. Потом еще один ряд столбики без накида, столбики с накидом, то есть и столбики без накида. Всего у нас получается 1, 2, 3, 4, 5 рядов. То есть я условно вот так вот очертила этот блок. И сейчас мы вяжем с вами 2 ряда просто столбики без накида. То есть в те же петли основания ничего не прибавляем, ничего не убавляем, провязываем 2 ряда столбиков без накида. А третий ряд мы будем вязать уже также столбики без накида, только с пико. Я покажу, как мы это будем вязать. Итак, сейчас провязываем просто ряд столбиков без накида. Итак, я провязала 2 ряда столбиков без накида. Вот они у меня. По схеме смотрите, мы провязали 2 ряда столбиков без накида, и следующий ряд у нас идет вязание с шишечками, с пико. Итак, как мы будем вязать? Значит, делаем, как обычно, 2 воздушные петли на начало ряда. И как я делаю? Значит, я провязала 1 столбик с накидом, 2, 3. И теперь я буду вязать вот эту вот нашу шишечку. То есть я делаю 1, 2, 3, 4 воздушные петли. То есть провязывается как обычное пико. 4 воздушные петли, ввожу крючок в петли основания и протягиваю нить. Провязала. И пропускаю, провязываю 5 столбиков без накида. После вот шишечки 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. То есть у меня шаг это 5 столбиков без накида. И опять провязываю 1, 2, 3, 4. 4 воздушные петли и провязываю в петлю основания. Опять 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И опять 1, 2, 3,
4 воздушные петли, ввожу крючок в петли основания, протягиваю нить рабочую и опять 5 столбиков с одним накидом. 3, 4, 5. Вот таким вот образом я провязываю весь ряд. И следующий ряд, когда мы закончим, мы будем вязать по схеме, вот посмотрите, вязать столбики с одним накидом. То есть сейчас мы ряд закончим, и я покажу, как мы дальше будем провязывать столбики с одним накидом. Вот я закончила ряд, который мы вязали с нашими шишечками. И теперь следующий ряд мы вяжем вот по схеме столбики с одним накидом. Значит, мы начинаем ряд с 3 воздушных петель подъема, 3 воздушные петли подъема, и в каждую петельку основания мы провязываем по столбику с одним накидом. Вот сюда. Потом мы как бы вот так вот вперед немножечко опускаем петельку и нашу вот эту шишечку пико, и за ней в петельку провязываем столбик с одним накидом. И таким образом, когда мы вот так вот провяжем, она у нас вот здесь получается, как бы вот так провязанная. И вот так вот таким вот образом сюда, потом опускаем нашу шишечку, опустили, и вот в эту петельку, вот которая за ней, так вот провязали столбик с одним накидом. Таким образом мы провязываем ряд. Вот так вот у нас будет получаться. Значит, смотрите, сейчас мы провязываем, вот согласно схеме, мы провязываем ряд столбики с одним накидом, далее провязываем ряд столбики без накида. И вот этот блок у нас заканчивается. Далее, вот если мы посмотрим на тунику, вот мы провяжем, сейчас вот у нас идет вот этот ряд, вот столбики с накидом, далее ряд столбики без накидов, и дальше мы будем вязать так вот, как мы вязали в начале, как мы вязали вот низ туники, вот у нас вот этот узор. То есть это у нас основной узор нашего вязания. Вот. И далее мы будем вязать по этой же схеме, которую я уже показывала. То есть я повторять не буду, показывать, вяжем точно так же, как мы вязали вот у нас внизу. То есть мы, когда провязали вот последний ряд, сейчас провяжем столбики без накида, и далее у нас основной узор идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядов провязываем вот таким узором. Провязываем 10 рядов туники таким узором. Потом у нас получается, опять повторяем вот этот вот блок с шишечками. Но сейчас давайте мы довяжем ряд столбиков с накидом. Далее, опять повторюсь, идет ряд столбиков без накида. И 10 рядов провязываем основным узором, который мы вязали вот этот вот внизу, в самом начале вязания, по схеме, вот, которую я вам показывала. Итак, вяжем. Вот, давайте посмотрим, что у нас получилось. То есть я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядов основным узором, тем, которым мы начинали вязать вот нижнюю часть нашей туники. И теперь, как я уже говорила, мы будем повторять сейчас вот эту вот часть, то есть которую мы вязали здесь. Теперь она у нас будет повторяться здесь. То есть у нас туника будет идти определенными секциями. То есть вот как у нас по схеме было, вот мы вязали. То есть сейчас мы провязываем 2 ряда столбиков без накида, как вот здесь вот.
мы вязали 2 ряда столбиков без накида, потом мы вяжем еще один ряд столбики без накида, но уже вот с нашими шишечками, вот как мы на схеме тут писали. Далее ряд столбики с одним накидом и следующий ряд столбики без накида. Всего у нас получается 1, 2, 3, 4, 5 рядов. То есть провязываем вот этот блок. Теперь дальше, то есть начинаем вязать вот таким вот образом. Я уже вам показывала, и на этом особо останавливаться не буду. Мы просто вяжем столбики без накида в каждую воздушную петлю предыдущего ряда. То есть вот таким вот образом вяжем вот этот блок. Повторяем его. Итак, я довязала блок, который у нас вот состоял из столбиков без накида. Потом мы провязали ряд с пико, с шишечками с такими, потом столбик с накидами ряд и столбик без накида ряд. Я увлеклась и провязала 2 ряда. Но это ничего страшного. Тут, в принципе, каждый из вас может варьировать эти ряды в зависимости от того, как кому больше нравится. Кто-то может провязать здесь столбики с накидом и здесь столбики с накидом, чтобы было как-то симметрично, красивее. Ну, в общем, это на ваш выбор. Итак, когда мы довязали, вот у нас так вот получается наша туника. Вот. То есть у нас вот он блок и здесь блок. И теперь мы, здесь у нас вот основной узор было 10 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сейчас мы вяжем точно таким же узором, только 7 рядов вяжем. Вверх вяжем 7 рядов. Вот. Но посмотрите, количество рядов теперь будет зависеть от того, какой длины у вас будет туника. То есть сейчас мы будем вязать ряды практически до уровня подмышки, грубо говоря, так, до того момента, где у нас будет начинаться рукав. То есть, если кто-то хочет тунику покороче, то провязывайте меньшее количество рядов. Если кто-то будет делать более удлиненную тунику, значит больше рядов провязывайте. То есть все зависит от того, повторюсь еще раз, какой длины вы будете вязать тунику. Итак, мне нужно связать 7 рядов. Вяжем столько рядов, с какой длины нужно. А далее я покажу, как мы будем вязать дальше. Итак, смотрите, что у нас получается. Сейчас мы провязали вот эту вот часть, которая у нас вот она подходит уже к рукавам. Здесь провязан у меня еще один узор, который я вам покажу. И нам осталось до рукавов довязать вот эту вот часть. Из чего она у нас состоит. Значит, здесь у нас получается 1, 2, 3 ряда столбики без накида. Мы вяжем 3 ряда столбика без накида. Потом один ряд у нас идет узор. И здесь мы провязываем. Здесь уже вяжете на свое усмотрение. Вот у меня здесь провязан один узор столбики без накида. Один ряд, то есть столбики без накида. Потом ряд столбики с накидом. И 1, 2, 3, 4... Так, 1, 2, 3, 4, 5 рядов, столбик без накида. И дальше уже пошел у нас вот этот ряд, это у нас уже пошел рукав. Итак, значит, сейчас мы подходим уже к рукаву. Сейчас будем довязывать, провяжем 3 ряда столбики без накида. И я покажу вам, как вязать вот этот вот узор. Вот, смотрим, что у меня получилось на моем вот этом новом изделии, на новой тунике. Вот, я провязала, то есть у меня вот так вот получается низ, я иду вверх, провязала 7 рядов. У вас свои ряды провязаны, сколько вам нужно для длины вашей туники. У меня это 7 рядов.
Вот, и теперь отсюда я буду далее вязать ряды, столбики без накида. То есть тут мы не мудрствуем лукаво, а просто довязываем. Как обычно, тут ничего у нас сложного нету. На что еще я хотела обратить внимание, хотя это надо было сделать в самом начале, но тем не менее я скажу, когда мы вяжем наши ряды, когда у нас идет чередование узоров, когда мы переходим вот с одного узора, то есть вот провязали этот узор, потом перешли на столбики без накида, потом столбики с накидом, опять столбики без накида и этот следующий узор. Здесь важно не убавить и не прибавить петли, то есть у вас должно идти все четко, петелька в петельку. Далее, когда мы будем переходить на рукава, вы тоже должны четко просчитывать петли. То есть, если у меня вот было в начале вязания 192 петли, то и у меня и здесь в середине вязания должно быть тоже 192 петли. И до рукавов 192, и посередине, и в начале у нас везде должны быть равные петли. Иначе у нас может вот так вот получиться. То есть, начали отсюда, а пришли вот к такой ширине. Поэтому все четко отслеживаем, просчитываем не лишний раз. Если где-то неправильно, лучше распустите и довяжите, чтобы все правильно было, равное количество петель. И таким образом вяжем. Далее, когда мы будем переходить на рукава, то есть мы будем отдельно вязать переднюю часть, отдельно будет отвязываться задняя часть. То есть на одном изделии, потом мы их будем вместе соединять. Там тоже, вот там вообще нужно будет очень внимательно это все делать, просчитывать все ряды, и чтобы узор в стык потом все у нас совпадало. Итак, здесь мы сейчас вяжем 3 ряда столбика без накида. Вот я довязала ряд, 3 ряда столбика без накида, и теперь вот как на нашей тунике мы видим, у нас теперь пойдет вот этот вот узор. Как я его вязала? Это столбик на ножке. Я точно сейчас не сориентируюсь, не скажу, как он точно прямо называется, какое у него точное название. Но сейчас я вам покажу, как он вяжется. Вот, по схеме у нас вот выглядит вот так. То есть мы вот провязали тут ряды, я уже не стала 3 ряда вам показывать, рисовать. И далее у нас вот вяжется вот таким вот образом. Ну, вот такая галочка, вот так вот он обозначается. Столбик на ножке. Вот так вот. Вот. Сейчас я вам покажу, как мы будем его вязать. Вот я завершила ряд. Делаю 4 воздушных петли подъема. Вот я показываю. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И теперь в третью петлю я делаю 2 накида на крючок, 1 и 2. Первые 2 петли пропускаю, в третью провязываю 1, 2 и 3. Провязала столбик с 2 накидами, 2 воздушные петли, делаю накид на крючок и в основание столбика с 2 накидами провязываю этот столбик. Вот такая галочка у нас получается. Провязали. Опять еще раз показываю. Сейчас я поближе возьму, чтобы было видно. Двойной накид на крючок. Пропускаем 1, 2, 2 петли. В третью петлю вводим крючок и провязываем столбик с 2 накидами. Провязали 2 воздушные петли. Опять делаем 1 накид на крючок и вводим крючок в основание петельки столбика с 2 накидами, которые мы провязывали. И здесь провязываем столбик с 1 накидом. Вот так у нас получается. Еще раз.
двойной накид, пропускаем 2 петли основания 1, 2, в третью петлю вводим крючок и провязываем столбик с 2 накидами. Провязали 2 воздушные петли, накид на крючок, вводим крючок в основание столбика с 2 накидами и провязываем столбик с 1 накидом. 2 петли пропускаю, в третью провязываем 2 воздушные петли, 1 накид на крючок и в основание провязываем столбик с 1 накидом. Вот так вот у нас получается. И таким образом мы провязываем весь ряд. В конце ряда соединяем в третью воздушную петлю подъема. Вот я провязала ряд вот этих наших галочек, столбиков. И теперь, согласно схеме, мы будем вязать следующий ряд. У нас столбики без накида идут, потом ряд столбики с накидом и 3 либо 4 ряда на ваше усмотрение еще столбики без накида. То есть здесь мы вяжем, так как у нас здесь было, мы провязывали в третью петельку, 2 пропускали, в третью вяжем, то теперь здесь не ошибитесь. Точно так же потом лучше просчитайте петельки, чтобы не ошибиться и все точно у вас отошло. Итак, мы провязываем ряд столбики без накида. У нас получается, мы в начальную петельку, в конечную петельку, вот так 3 петли должны вязать. В начальную петельку, в серединку и в последнюю петельку. То есть на одну галочку у нас приходится 3 петельки: на начальную, на срединную и на конечную. Вот так вот. То есть на одну галочку, вот эту вот, у нас 3 петельки. Вот. И так мы провязываем ряд до конца. Следующий ряд вот по схеме, этот ряд мы столбики без накида вот вяжем. Далее мы вяжем ряд столбики с 1 накидом. И далее мы провязываем 3 либо 4 ряда столбиков без накида. И начнем переходить на рукава. Итак, я довязываю последнюю петельку предыдущего ряда. То есть я соединяю начальную петельку с соединительным столбиком. Итак, что у нас получилось? Вот я провязала от нашего узора, как я вам показывала, по схеме. То есть вот у нас шел галочка, вот этот наш узор, столбик на ножке. И далее провязывала ряд столбиков с накидом. Вот он у нас проходит. И далее 4 ряда столбика без накида. Теперь мы будем переходить на рукава. И здесь вы должны сами определиться, какой длины вы хотите рукав. Так как это рукав у нас будет приспущенный, то не нужно делать его слишком длинным, иначе он будет не совсем красиво. И если вы захотите сделать его более длинным, то нужно будет его делать на манжете. Только тогда он будет смотреться интересно. Здесь же я рекомендую вам выбрать такую длину, как на фотографии, которую вы видели у меня в заставке, которую я вам представляю. Можно добавить немножко еще длины, но не увеличивать ее намного. Итак, вот мы довязали ряд. Этот у нас, вот где у нас ряд закончился, мы будем условно считать, что это бок у нас. Вот так вот четко разложите тунику пополам, просчитайте петельки и сделайте определенные заметочки. Какого рода заметочки мы должны сделать? Мы должны взять маркеры. Понадобится нам 2 маркера, хотя в принципе и 1 маркер подойдет. И у нас должно быть и спереди, и сзади
условной нашей туники одинаковое количество петель. То есть первый маркер мы вот где у нас закончилось, мы сюда его прикалываем. И второй маркер у нас будет вот где у нас право, где лево, мы определяем для себя. Вот так вот. Вот. Но все же лучше просчитать, чтобы петельки, чтобы у меня вот если 192 петельки, то соответственно это я делю их пополам, и у меня и спереди, и сзади должно быть одинаковое количество петель. Итак, вот у меня петли просчитаны. Я все маркерами заметила, как мы будем переходить на рукава. У нас закончился ряд, и на рукава я отмеряю 10 воздушных петель. То есть я отсюда, я маркеры справа и слева сделала для того, чтобы вы могли посчитать. Вот отсюда до сюда посчитали и с обратной стороны посчитали петельки. Все, с одной стороны я могу убрать, потому что у меня вот она здесь петля, у меня здесь закончен ряд. Вот, итак, вот ряд закончен, и я теперь набираю цепочку из воздушных петель, которая у меня будет переходить на рукава. У меня здесь будет 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть вот на такое расстояние у меня будет рукав проходить. То есть вы смотрите, у нас это будет удлинен рукав настолько, плюс еще у нас пойдет обвязка рукава. То есть прибавится еще, допустим, сантиметр где-то у нас по обвязке будет. Вот, мы провязали цепочку из воздушных петель. Теперь нам нужно вязать назад по этой же цепочке. То есть я делаю 2 петли подъема на ряд. И теперь в каждую воздушную петельку этой цепочки я вяжу столбик без накида. У меня должно быть точно так же, как вот мы набрали цепочку из воздушных петель 10 и 10 столбиков у нас должно быть без накида. Вот так вот мы провязываем эту цепочку. 4, 5, 6, 7, 8. Вот, я провязала эту цепочку воздушных петель, и далее, вот она у меня получилась, вот я считаю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И далее я уже начинаю вязать по ряду. То есть теперь у нас будет вот это мы провязываем до конца ряда. Точно так же столбиками без накида. Провязываем столбиками без накида до нашей вот этой меточки, которая у нас на другой стороне. Провязываем, и я покажу, как мы дальше будем здесь вязать. Вот я довязала. У нас вот тут вот хвостик наш, который мы здесь воздушных петель вязали, довязала до конца, маркер свой сняла. И теперь с этой стороны точно так же мы вяжем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И 2 воздушные петли подъема на ряд. Провязали. Теперь точно так же провязываем цепочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9 и 10. Вот я провязала цепочку. И теперь смотрите, что мы делаем. Вот у нас получились вот такие хвостики с одной стороны и с другой стороны. Если мы сейчас будем провязывать дальше, то у нас получится неравномерно. У нас получится, здесь уже пойдет второй ряд, потом мы пойдем следующий ряд, а здесь у нас хвостик, он будет ни туда, ни сюда. Поэтому я вот в этом месте соединяю и обрезаю нить. И далее вязать начинаю уже с начала нашей вот этой цепочки, потому что здесь у нас идут оборотные ряды, которые у нас будут туда-сюда идти. И чтобы у нас не было перекоса по рядам. Поэтому здесь мы сейчас вот таким вот образом соединяем, завязываем, провязываем соединительную петельку в ряд. Вот таким вот образом провязали соединительную петельку, ниточку завязали, затянули, вот, и вот так вот оставили. То есть я все хвостики всегда у меня болтаются, я их убираю в самом конце вязания. Вот, теперь у нас вот так вот получилось: 10 с одной стороны, 10 с другой стороны петелек. Теперь мы смотрим на нашу тунику, что у нас идет дальше. То есть мы провязали один ряд, теперь у нас следующий ряд точно так же мы провязываем столбик без накида, еще один ряд у нас вот так вот, который у нас уже четко поставит эти наши веревочки, тесемочки, которые на рукава у нас пошли, мы их провяжем, их закрепим. И далее, как вы видите, 1, 2, 3, 4 ряда у нас идет основным узором, который мы вот тут ввязали, вот таким же образом. То есть сейчас мы провязываем, еще раз повторюсь, столбик ряд столбика без накида, и далее провязываем 4 ряда вот таким вот узором. Далее, вот как вы видите, далее у нас тут опять столбик без накида, столбик с накидом, ряд столбика без накида. Но это у нас впереди. Сейчас мы провязываем ряд столбика без накида и 4 ряда основным узором. Я провязала 4 ряда нашей туники от рукава, которую мы сделали. Вот. Смотрим на примере этой нашей туники. Вот получается 1, 2, 3, 4 ряда мы провязали. Далее мы вяжем 1, 2, 3, 4 ряда столбики без накида. Ну, тут опять же повторюсь, это на ваше усмотрение. Я буду провязывать вот так, как у меня есть. Вы можете сделать свою какую-то вариацию, например, один ряд столбика без накида, потом ряд столбиков с накидом и третий ряд столбики без накида. Тоже будет неплохо. Итак, получается у нас здесь 4 ряда столбики без накида. Далее опять вот наш вот этот узор, который мы вязали вот здесь. Вот он. То есть провязываем 4 ряда столбика без накида. Узор наш вот это вот столбик на ножке. Далее опять ряд столбики без накида, ряд столбиков с накидом и столбики без накида. То есть я сейчас нарисую схемку, которая у нас была. То есть продолжу, вам покажу и будем вязать. Вот, итак, я нарисовала схему и сейчас вам показываю. То есть мы провязали вот эту часть. То есть провязали 2 столбика с двойным накидом, провязанных вместе, между ними воздушная петля. Теперь мы переходим к этому блоку. То есть сейчас у нас будет провязываться 4 ряда столбиков без накида. Здесь можно провязывать в 5-ю петельку наши пикошки. То есть у меня они провязаны на тунике. Сейчас я вам покажу. То есть во 2-м ряду мы провязываем пико. Вот, как вы видите, чтобы лучше было видно, мы здесь провязываем пико.
во втором ряде. И третий, четвертый ряд провязываем ряд столбики без накида. Далее, ой, вот я вам вот здесь показываю, вот они 4 ряда. Далее мы провязываем в ряд опять столбик на ножке с двойным накидом. И далее у нас опять идет ряд столбиков без накида и ряд столбиков с накидом. И следующие 2 ряда столбика без накида. То есть далеко вперед я забегать не буду. То есть сейчас мы вяжем вот эти 4 ряда. Вяжем 4 ряда, как мы до этого уже вязали, и в пятый столбик провязываем пико. Но это по вашему желанию. Этого можно не вязать, можно просто пустить 4 ряда столбиков без накида. И так вяжем. Вот я провязала вот эти вот 4 рядочка с пико. Вот так вот. И теперь дальше у нас пойдут вот эти 3 ряда, которые мы уже вот вязали здесь. Я уже показывала, как вязать этот узор. Ну, сейчас я вам еще раз покажу. Вот я закончила. Так вот. Так. Вот. Значит, последняя петелька у меня вот она была. Я на этот узор делаю так, 1, 2, 3, 4 петельки подъема, переворачиваю ряд и в третью делаю 2 накида на крючок, и это у нас первая, вторая, в третью петельку провязываю столбик с 2 накидами, 2 воздушные петли, накид на крючок, и в основание столбика провязываю столбик с 1 накидом. Вот таким образом. Опять двойной накид на крючок, 1, 2, в третью петельку провязываю столбик с 2 накидами, 2 воздушные петли, накид на крючок, и в основание столбика с 2 накидами провязываю столбик с 1 накидом. Вот таким образом мы провязываем, вот как вы видите по схеме, 1, 2, 3 ряда. Провязали 3 ряда. Это у нас уже окончательная стадия будет завершение работы. Это у нас передняя полочка идет. 3 ряда провязали. И далее вяжем последние ряды. То есть это будет 2 ряда столбика без накида, ряд столбик с накидом и последний ряд столбики без накида. Здесь вы тоже можете на свое усмотрение либо добавлять пико, либо оставить, то есть как вам больше нравится. Это уже будет у нас под горлышко последние ряды, поэтому это на ваше усмотрение. Если вам хочется, вы можете здесь провязать. Итак, довязываем, еще раз повторю, сейчас мы вяжем 3 ряда вот таким вот узором, столбиком на ножке. 3 ряда, и далее 2 ряда столбики без накида, ряд следующий столбики с 1 накидом и последний ряд столбик без накида. Провязываем, и я буду дальше рассказывать, как мы будем вязать дальше. Вот я провязала еще несколько рядов. Последнюю вот эту вот последний ряд я немножко изменила схему, то есть я провязала не вот так вот, как я вам показывала, что столбики с накидом, а провязала столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля, вот таким образом. То есть тут оно не важно. Что дальше? Смотрите, что у нас получается. То есть мы теперь должны взять метр, то есть мы берем метр и измеряем длину высоту рукава. То есть у нас, грубо говоря, туника. Мы провязали вот так вот. И теперь мы должны на себя вот примерить и посмотреть, какой высоты вот тут вот мы будем вязать. Сколько в сантиметрах у нас должно быть вот эта туника. Вот так у нас
Таким образом она должна получиться. То есть мы должны вот это вот измерить, взять сантиметр и на себе, вы на себя прикиньте и на себе измерьте, сколько у вас до плечевого шва и вот до подмышки в сантиметрах должно быть. Вот, то есть у меня, вот я замерила, мне нужно 20 сантиметров. То есть вот эта вот туника, которую я вязала, вот если мы возьмем ее и измерим, получается 20 сантиметров. Вот они, 20 сантиметров. То есть, как мы видим, у нас повторяющиеся блоки будут здесь. То есть вот мы связали вот этот блок, вот он у нас мы провязали. Дальше тут узор немножечко у нас отличается, потому что мы вяжем подобно, но все-таки немножко она будет отличаться у нас. Вот, то есть они будут у нас примерно одинаковые и повторяющиеся. Итак, мы замерили, что нам нужно 20 сантиметров. У кого-то это может быть больше, в зависимости от размера, конечно же. Вот, я измеряю, что я провязала 13 сантиметров, и мне нужно еще 7 сантиметров. Примерно вот я смотрю, если я провяжу еще вот этот вот узор, он у меня вот примерно, ну вот до конца, вот так вот я сделаю, продублирую вот этот. Как раз 7 сантиметров, у меня будет 20 сантиметров. То есть, что я вам предлагаю? Вы можете вот на ваше усмотрение здесь продублировать 2 блока. Либо вот этот вот блок, вот этот сам, либо вот этот блок повторить. То есть мы можем повторить вот этот сюда вставить, либо то же самое вот так же пустить наверх. Оно будет хоть в любом случае хоть так будет красиво. Поэтому это все на ваше усмотрение вяжите. Я вам схемки все показала. И вы, какой узор вам нравится, можете его сделать. Можете даже пустить вот 2 ряда вот этого узора и 2 ряда вот таких. Оно тоже будет хорошо и интересно смотреться. Итак, мы измерили, сколько нам сантиметров нужно. И теперь мы будем довязывать в соответствии с высотой, которую нам нужно довязать. Вот, я закончила вот этот вот наш рукавчик. Вот так вот он у нас получается. Вот таким вот узором он у меня получился. У вас может быть немножко другой. В конце я прошла 2 рядами столбиками без накида. И теперь мы будем вязать вторую половинку. Значит, вторая половинка у нас будет вязаться точно так же, как первая. То есть мы теперь узор будем дублировать. Конечно, можно и другой какой-то узор связать. И ну, не обязательно один в один, но один в один он вроде как симметрично будет смотреться неплохо. Но можно какой-то немножко другой, например, просто одним каким-то узором спинку связать. То есть это на ваше усмотрение. Итак, как мы будем теперь дальше вязать? То есть мы берем ниточку, находим край, либо с одной, либо с другой стороны, как вам удобно. Подсоединяем ниточку таким вот образом к самому краешку нашего вот рукавчика. Вот он у нас рукав, и вот я краешку к самой первой петельке вот так вот ввожу в первую петельку, протягиваю нить, закрепляю. И пошла, вот как мы провязывали, здесь вот у нас 2 ряда столбика без накида. И точно так же я буду провязывать здесь. То есть все то же самое, как мы вязали первую часть, вот эту нашу первую, это передняя часть, у кого-то может это задняя часть. Все точно так же, ничего не меняется. Все точно так же повторяем. И самое главное здесь, чтобы у нас были одинаковые наши вот эти рукава и по длине,
и по ширине, и по высоте. Поэтому нужно все внимательно просчитывать, сверять, сравнивать. Когда вы начинаете переходить на какой-то узор, то вы посчитаете, сколько у вас этого узора раппортов было вот в этой с передней стороны. То есть вот посчитайте, вот раз, два, три, четыре, пять. Соответственно, и допустим 5 у вас должно быть сзади. То есть у вас должно быть ровное количество и там, и тут этих раппортов. Потому что если вы вдруг сделаете чуть меньше или чуть больше, у вас, соответственно, туника у вас перекосит. И это будет видно, у вас будет, например, перед шире, а зад уже, и когда вы оденете, это будет очень некрасиво смотреться. Итак, вот таким вот образом опять мы вяжем оборотными рядами. Сейчас провязываем 2 ряда столбиков без накида. И далее вяжем точно так же, как мы вязали вот нашу переднюю планочку. То есть точно таким же узором я вот сейчас провязываю и опять пошла вверх вязать. На ваше желание пико провязывать, либо не провязывать, потому что сзади их особо не видно. Вот. То есть это на ваше усмотрение. Итак, давайте довязывать нашу вторую полочку и потом будем переходить на соединение и уже, соответственно, на обвязку нашей туники. Итак, вот я довязала наши две половинки, они абсолютно одинаковые. И что мы теперь делаем? Значит, теперь мы должны определиться с горловиной. Значит, мы берем метр и измеряем, сколько сантиметров нам нужно на горловину. То есть, допустим, я меряю от ключицы до ключицы на себе, либо вы меряете на заказчике сразу. Сколько это сантиметров? У меня вот получилось, что вот 27 сантиметров. Вот я измерила, допустим, от ключицы до ключицы. То есть мне этого выреза, допустим, достаточно. Измеряю общую длину, вычитаю, сколько у меня будет вырез. И оставшееся делю напополам, чтобы узнать, сколько мне здесь отмерить по краям. Посчитала и отметила маркерами, что здесь у меня будет заканчиваться наша горловина. То есть я отмерила, вот посчитала, у меня с краю 10 и с этого края тоже 10 вот этих вот раппортов наших. Получается, я маркерами замерила. Теперь что мы делаем? Теперь вот я, когда закончила, прошла ряд, 2 ряда столбиков без накидов, как мы это делали на предыдущей. И теперь можно начинать либо с обвязки рукава, либо с соединения наших двух полос. То есть вот я отметила, у меня 10 раппортов, и с этой стороны у меня тоже будет 10 раппортов. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У вас это может быть совершенно другое количество, совершенно другая длина, потому что у всех разные вырезы. Вот. Поэтому у вас будет свое количество раппортов, своя длина, своя ширина. То есть вот если мы вот так вот приложим каждый наш раппорт, каждый наш узор на узор, вот они у нас должны четко совпасть. То есть здесь то, здесь 10 с другой у меня четко совпадает. То есть у нас должно быть равное количество и на передней планочке, и на задней. Вот, я сейчас буду соединять нашу тунику. Итак, посмотрите, чтобы сразу не перепутайте, где у вас перед, где у вас зад. Вот у меня вот это перед. Теперь я тунику выворачиваю на левую сторону. Я ее выворачиваю, и уже с левой стороны я буду соединять эти мотивы. Протягиваю клубочек. Вот. И получается у меня с левой стороны
будем мы это все соединять. Вот так вот. Как мы будем соединять? Обычно соединяют либо несколько вариантов. Это либо обычные столбики без накида. Ну тогда шов, так как он у нас будет на плече, он будет немного грубоватый. Поэтому я буду вот соединять вот таким вот образом. Сейчас я вам покажу. То есть я вот уже соединила их между собой, два рукавчика в начальную петельку, и теперь соединительными столбиками, соединительными вот такими, то есть я не до конца провязываю, ввела и протянула, ввела в петельку, ниточку подхватила и протянула, вот таким вот образом, ниточку подхватила и протянула. То есть в каждую петельку передней и задней планочки я соединяю вот так вот мотив, две наши половинки. Вот, и получается у нас вот такой вот шовчик. Его незаметно, и он не сильно будет выделяться. Вот сейчас я побольше провяжу и покажу вам, как он будет смотреться. Старайтесь провязывать вот в самые вот петельки, вот в эти. Не нужно глубоко вот так вот вводить крючок туда, потому что иначе будет некрасиво смотреться у нас на лицевой стороне. Поэтому вот за этим тоже нужно смотреть. Вот таким вот образом мы соединяем. Кто-то сшивает нитками, берет тоненькие ниточки в цвет и соединяет тоненькими ниточками, обычными швейной иголкой, и вручную сшивает. Ну вот я, допустим, вот именно вот в такой вот пряже, которая она у нас не сильно тонкая, в ней вот я именно таким образом соединяю мотивы. Конечно, если это более тонкая пряжа какая-то, там шелк это или еще что-то какая-то бывает, вискоза очень тоненькая, то там, да, я согласна, нужно брать тоненькую иголочку и соединять именно вот тонкой иглой и тонкой ниточкой, там вручную можно. Либо тоже более тонким крючком аккуратно соединять мотивы. Так, вот я подхожу к завершению ряда. Тоже смотрите, чтобы у вас столбик со столбиком совпадал, чтобы никуда ничего не съехало, никуда ничего у вас не ушло. Так, вот я подхожу к последней нашей, где заканчивается, я маркер снимаю и в эту петельку последнюю провяжу. Где у нас маркер был? Вот. Провязала и ниточку закрепила. Потом ниточку вы, конечно, спрячете, протянете. Затянули, и вот, ну, примерно я покажу. Я, конечно, беру более тонкий крючок и вот протягиваю его, убираю, опять же закрепляю, и, ну, это, я думаю, уже вы сами знаете без меня. Итак, вот у нас получилось вот такой вот шов. Это у нас изнаночная сторона.
И вот примерно вот так вот. Вот он у нас будет смотреться на лицевой. То есть, когда мы постираем изделие, мы его отгладим, он будет ровненько и вот так вот в разглаженном виде он будет смотреться очень хорошо и так вот деликатно. Вот. Далее, когда мы провязали, далее мы переходим к обвязке рукава. Как мы будем обвязывать рукав? То есть рукав мы будем обвязывать, я его буду обвязывать по лицевой. То есть я опять выворачиваю нашу тунику. Вот. Я ее вывернула. Точно таким же образом, как я сейчас буду обвязывать рукав, у нас будет обвязываться и нижняя часть нашей туники. Но обвязка нижней части это больше на ваш выбор. То есть кому-то может быть и не нужна эта обвязка. Но я, как, допустим, какой-то красивый декоративный элемент, почему бы и нет, можно ее обвязать. Вот, значит, так как у нас в тунике таким вот элементом интересным это были наши вот эти вот пико, поэтому и обвязка рукава у нас тоже будет проходить с пико. Начинать будем мы вот с нижней части, с нижнего шовчика соединительного, то есть я вот так вот вставляю крючок в серединку нашу. И начинаю обвязку. То есть я обвязываю, сначала проходим рукав простыми столбиками без накида. Вот таким вот образом. То есть абсолютно произвольно, как вам говорится, как душе угодно. Но самое главное, чтобы не стягивало, чтобы ничего не тянуло, никакого натяжения нити, чтобы не было. Вот так вот обвязываем наш рукав. Пико мы будем провязывать во втором ряду. Ниточка тут зацепилась. Вот таким вот образом мы обвязываем полностью наш рукавчик. Если вы будете вязать вот столбики без накида, если у вас их будет мало, у вас рукав начнет стягивать. Это будет не очень красиво, потому что он здесь все-таки у нас в этой тунике, он у нас свободненько лежит, поэтому старайтесь провязывать и обвязывать более свободно. Ну и тоже слишком много вот чистить этих столбиков не нужно. Вот я половину провязала. Провязываем дальше. Все ниточки, которые остаются, будут торчать. Лучше, конечно, убирать уже в конце, когда у вас уже вязание закончено, и тогда заниматься убирать все хвостики. Пико будем вязать точно так же с чередованием. То есть вы для себя выберете определенный шаг, через который будем провязывать пико. То есть у меня он будет равен 5, как по всей тунике, когда я вязала, у меня шаг был равен 5. То есть я через 4 на 5 петлю провязывала пико. Так и у вас должен быть свой какой-то шаг. Я думаю, лучше его не менять. Вот как вы вязали по всей тунике этот шаг, также и делайте обвязку рукава, чтобы все-таки какая-то симметрия она оставалась.
Так, вот я подхожу к началу ряда, где я начинала вязать пико. Господи, извините, где я начинала провязывать столбики без накида. Вот я обвязала рукавчик. И теперь я вторым рядом точно так же я буду провязывать столбики без накида. И у меня уже пойдет пико. И вот я считаю 1, 2, 3. И вот с третьей петельки я начинаю ввязывать пико. Так, 3, 4 и пико. Считаю 1, 2, 3, 4. И вот на пятой петельке вот у меня шаг, и как я уже говорила, равен 5, я начинаю провязывать пико. Вот таким вот образом у нас будет получаться. Вот. Получается вот такие вот пико. И таким образом мы обвязываем весь рукавчик. Потом точно так же мы соединяем вторую часть нашего рукава. Не забывайте, что мы выворачиваем на изнаночную сторону, провязываем соединительным шовчиком с изнаночной стороны. После этого делаем обвязку рукавчика нашего и по желанию можем точно так же обвязать вот такими же пико низ нашей туники. Итак, довязываем, смотрим, что будет у нас получаться. Итак, вот я довязала нашу тунику. Оба рукавчика обвязала пико. Вот так вот, как вы видите. По желанию кто-то может обвязать еще немножечко горловину, но обвязывать горловину тогда, когда, если вы связали, вот на себя примерили, и горловина немножко оказалась вам большевата, тогда можно ее обвязать еще вот так по кругу, уже в готовом изделии, обвязать по кругу ее столбиком без накида и провязать точно так же пико, тоже будет очень красиво. Также я провязала низ изделия вот такими пико. Так вот это получилось, тоже очень нежненько и красиво. Вот я уже туничку постирала, и она у меня, можно сказать, в готовом виде. Единственное, только я еще ее не отутюжила, не отпарила. Вот рукавчики еще не выпрямились, потому что когда вот они отпарятся, они будут вот так вот уже выглядеть и смотреться по-другому. То есть будут ровненько так вот шовчики выглядеть. Поэтому я надеюсь, что вам было удобно вязание со мной, все доступно и понятно. Если будут какие-то вопросы относительно вязания именно этой туники, а именно узоров, тех, которых мы использовали в этой тунике, просьба, пожалуйста, писать, задавать вопросы в Инстаграме, ВКонтакте, на Ютубе. Я всегда с удовольствием отвечу, всегда подскажу вам. Спасибо. Ваша Ирина Ша.